Здравствуйте, рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня у меня видео по просьбам моих подписчиков. Очень много мне приходит комментариев в личку. Еще раз объяснить, как соединять блоки на бейках. Есть на моем канале такие ролики, это где я шила одеяло, училась. Там соединяла блоки при помощи двух беек. Есть у меня видео, где я делала, пробовала технику витражи, и там тоже использовала эти две бейки. И в этом видео я еще раз покажу, как соединять блоки на две бейки между собой, делать большое полотно. И также расскажу, как определить размер этих беек. Итак, приступаем. Итак, соединять я сегодня буду вот такие блоки. Это нарезанные прямоугольники из пиццы. Пиццу я делала заранее. У меня есть видео, как делать пиццу, где я показывала, что работаю на салфетках, и плюс у меня есть информация по стежке. Я тогда училась стягать, поэтому, кому интересно, в конце этого видео я оставлю ссылку, проходите, смотрите. Вот эти блоки сегодня я буду соединять. И тем способом, который я хочу вам показать, чаще всего, конечно, пользуются мастера. Для этого способа нам нужно два вида разных беек. Посмотрите, вот у меня бейка одинарная. Я уже их приготовила заранее, чтобы не тратить ваше время. И вот такие у меня беечки двойные. Смотрите, эта бейка у меня двойная, сложенная и проутюженная. То есть я заранее эти беечки уже приготовила. Два разных варианта. Как найти размер этих беек? Девочки, все очень просто. Сначала вы, давайте вот так сделаю, чтобы все понятно было. Сначала вы находите тот размер чистый, который вам нужен для соединения ваших блоков. Вот так вот. Блоки перед собой можно положить и посмотреть, какой вам размер бейки надо. Я определила, что для меня чистый размер бейки здесь должен быть 1,5 сантиметра. Итак, я беру сразу себе 1,5 сантиметра. Это я определяю размер одной из беек. Сразу делаю наглядно, чтобы все было понятно. 1,5 сантиметра. Дальше я делаю два припуска на швы. Припуск на шов каждый берет свой, индивидуальный. Некоторые делают на половинку ширины лапки. У кого-то это 0,6, у кого-то 0,7, кто-то хочет вообще сантиметр взять. Если вы шьете крупные вещи, допустим, одеяло из синтепона, конечно, там надо брать больше. Я для себя решила, что у меня будет 0,5 сантиметров. Поэтому я откладываю в одну сторону и в другую сторону 0,5 сантиметров. Здесь у меня 0,5 и здесь у меня 0,5. И дальше я все это складываю. У меня получается, что размер полностью моей бейки, одной из беек, давайте назовем ее первая бейка, получается 0,5 до 0,5 сантиметра плюс 1,5, 2,5 сантиметра. Вот эта бейка у меня и есть, 2,5 сантиметра. Она у меня уже готова. Сейчас мы с вами определим размер второй бейки, которая сложена пополам. Здесь все очень просто. Чтобы определить ее размер, мы всего лишь берем две ширины бейки первой. Вот смотрите, чистой 1,5 сантиметра плюс 1,5 сантиметра. У меня получается здесь 3 сантиметра. И здесь получается 3 сантиметра. И дальше мы берем также припуски на шов. Здесь 0,5 сантиметров, здесь 0,5 сантиметров, как в предыдущей бейке. 0,5, 0,5. И у нас получается ширина этой бейки 4 сантиметра. Все. Девочки, сначала определяемся с размером первой бейки и потом делаем вторую. Вторая бейка у нас вычисляется вот таким образом. 2 ширины плюс 2 припуска на шов. Первая бейка одна ширина, это та ширина, которая вам изначально нужна, плюс 2 припуска на шов. И вторая бейка, еще раз повторяюсь, это 2 ширины и 2 припуска на шов. Все, разница только вот в этих размерах. И то вторая бейка полностью зависит от размера первой бейки, от ее ширины, которая умножается на 2, ну или прибавляется. Я надеюсь, вам понятно объяснила. Если непонятно, то вот именно эту информацию я оставлю внизу в инфобоксе. Проходите, смотрите, я думаю, здесь точно разберетесь. Ну а теперь я расскажу и покажу, как соединять на блоки на такие бейки. Взяла две бейки. Одну бейку одинарную, вторую бейку двойную, сложенную пополам. И, конечно, иголочки для удобства. Затем я беру блок. И вот здесь такой момент. Совершенно неважно, какая из беек будет сверху либо снизу. Ну, я возьму двойную бейку, сделаю сверху. Еще раз повторяю, совершенно неважно. А одинарную бейку сделаю снизу блок. Смотрите. Вот таким образом складываю. И потом мне надо будет проложить шов на машинке.
В моем случае я уже вам сказала, что шов будет 0,5 сантиметров. В вашем случае может быть ширина шва совершенно разная. Посмотрите, одна бейка, то есть, простите, один блок, а затем я сразу же прикладываю второй блок. Можно это сразу же делать на машинке, то есть один блок прошили и сразу же прикладываем второй блок. Ну вот я для наглядности сделаю так, чтобы точно уже у новичков, я не говорю про опытных мастеров я вообще не учу, потому что у меня у самой опыта очень мало, и я всю жизнь учусь и люблю учиться. Итак, если вы себе не доверяете, можете, конечно, делать так же, как я, вот так вот на булавочке. А если доверяете, вы просто прикладываете себе вот эти блоки и прошиваете на машинке. Сейчас я это все прошью. 2 беечки сразу. Ну и по ходу работы приложу еще третий блок, прикалывать его не буду. Конец бейки я пока не обрезаю. Посмотрите, что у меня получилось. Можно сразу пройтись утюгом, если есть желание. Но я не очень люблю использовать утюг в ходе работы. Если есть необходимость, то, конечно, я его возьму. Но если можно обойтись без утюга, я тоже это делаю. Все. Дальше я беру следующую заготовочку. Верхнюю бейку, которая у меня двойная, я ее отгибаю, я пока с ней не работаю. А вот к этой нижней одинарной бейке, посмотрите, я буду пришивать этот блок. И буду его пришивать вот таким образом. Вот так. Чтобы когда я его перевернула, лицевая сторона находилась вместе с лицевой стороной. Итак, я прикладываю его вот таким образом. Можно, как и ранее, помочь себе булавочками. Сразу же соединить эти две детальки. Либо прикладывать. Итак, беру, соединяю. Еще один блок. Прикладываю и соединяю. И дальше мне останется сделать только шов на машинке. Прошиваю. Смотрим, что получилось. Получилось у нас вот так. Сейчас уберу булавочку, забыла булавочки брать. Раскладываем. И вот такой момент у нас получается. Посмотрите. С этой стороны у нас беечка пришита. Такая она красивая, аккуратная. Переворачиваем на лицевую часть. И нам сейчас останется только закрыть этот срез. Для этого бейку, которая у нас двойная, сложенная вдвое, вот таким образом отгибаем и прокладываем здесь строчку. Все. Весь наш срез закрыт, и все вот эти некрасивости остаются внутри. Также можно помочь себе булавочками. Можно сразу на машинке отгибать и прокладывать строчку. Здесь тоже уже кому как удобно. Я прокладываю строчку. Вот в итоге что получилось. Срезы все закрыты верхней бейкой и срезы все закрыты нижней бейкой. И как ранее говорила, какая бейка верхняя, какая нижняя, вы тоже можете решать сами. Все очень понятно, все аккуратно. И мне такой способ очень нравится. Ну, сейчас я сделаю еще 3 блока, присоединю опять на бейке, но уже, наверное, без объяснения.
Теперь работаю с изнаночной стороной. Беру блок, прикладываю. Ну, здесь я помогу себе булавочками. Следующий блок. К предыдущему, к бейке. Помогу себе булавочкой. Если неудобно на этой стороне, можно делать на этой стороне. Посмотрите. Бейку хорошо так отогнуть. И потом ее прикладывать. Только здесь уже сторону меняем. На булавочку. И прокладываю строчку. В итоге вот так вот у меня все выглядит. Теперь, не разрезая ничего, я буду делать соединения, которые идут перпендикулярно моим предыдущим бейкам. Итак, я также беру бейку двойную. Конечно, я ее делаю на ту сторону, где у меня изначально были двойные бейки. И также я буду брать одинарную бейку, ну и, соответственно, делать ее на ту сторону, где у меня одинарные бейки. Как я это делаю? Девочки, все тоже очень просто. Так, определяемся, либо сверху, либо снизу у нас лежать она будет. Ну, наверное, так это надо, чтобы еще удобно было к машинке, да? Значит, мы сделаем вот таким образом. И эту бейку, смотрите, я буду прикладывать вниз. Вот таким образом. Все. Вот здесь надо обязательно все-таки помочь себе булавочками. Скалываем. И прокладываем строчку по срезу этих беек и срезу заготовок. То есть вот здесь. Все как в первый раз. Прошила. Отгибаю. Также помогаю себе пальчиками. Переворачиваю работу. Ну, утюг пальчики. Кому как удобно. Еще раз повторяюсь. И сейчас я, по идее, должна вот это место пришить к этой бейке. Смотрите, как я делаю. Я пока ничего не разрезаю. Вот сейчас уже это можно сделать, а можно это делать по процессу шитья. Ну, тогда вам будет неудобно начинать первую пару прошивать. Хотя можно это и сделать. Я чаще всего разрезаю потом. Посмотрите, еще раз говорю. Вот так вот переворачиваю. Можете сразу разрезать и потом уже пришивать. У вас все равно здесь уже есть крепеж. Но я все-таки предпочитаю вот так. Посмотрите. Переворачиваю. Здесь булавочек уже не надо. И начинаю прошивать на машинке. Смотрите, я дошла вот до того момента, где у меня соединение. И теперь я могу смело это все обрезать. У меня все равно мои беечки все скреплены между собой. Все, посмотрите, я обрезала. То есть разрезала. Дальше я опять прикладываю бейку. Все у меня держится. Дошла до этого среза. Прошиваю его. Опять у меня вот предыдущий. Я могу его разрезать. Это соединительное место. Вывернуть вот так беечку и дальше прошивать. Так, здесь поправлю все. Ну да, здесь нужна, конечно, уже аккуратность. Но мне такой способ очень нравится. Никуда блоки не теряются, все на месте. И вот так вот вывернуть и разрезать ничего сложного. Прошила, разворачиваю, переворачиваю на обратную сторону. Посмотрите, у меня здесь, правда, небольшое смещение. Но, как и говорила ранее, девочки, это у меня такой быстрый процесс, чтобы вам показать. Конечно, у вас все получится это намного аккуратнее. Переворачиваю на лицевую часть. Смотрите, отгибаю бейку и опять прокладываю строчку. Все очень просто. У кого утюг, у кого пальчики. Можно помочь себе булавочками, а можно булавочками не помогать.
Поступаю с этой стороной точно так же. Беру биечки и повторяю весь процесс. Свою работу я полностью закончила. Соединила блоки при помощи двух соединительных биек. Одна бейка у меня сложенная пополам на лицевой части работы, и вторая бейка, которая одинарная, у меня на изнаночной части работы. Но какую бейку делать на лицо, какую бейку делать на изнанку, это чисто ваше решение. Какой рисунок вам нравится, и, ну, и сам эффект вот этих беек. Мне нравятся оба варианта, и поэтому иногда одностороннюю бейку я делаю на лицо, а иногда ее на изнанку. Тут, в общем, все зависит от вкуса. В общем, вот такая работа. Я надеюсь, что мастер-класс мой был понятен. С этим блоком я еще поработаю. В следующем видео покажу еще одни моменты для новичков. Ну и на этом, наверное, все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового интересного. Также подписывайтесь на мой канал Telegram, который я недавно создала. Там у нас немножечко другое общение, общение живое. Ссылку на свой телеграм-канал я обязательно ставлю в конце видео. И также ставлю в конце видео ссылки на те мастер-классы, где я показывала, как делать пиццу. Пока-пока, до встречи на моем канале. Желаю вам всем здоровья, счастья и, конечно, мирного неба над головой.